Сегодня я покажу 3 шпаклевки, которые часто используют в декупаже по дереву. Буду наносить их одинаково, покажу работу через трафарет, а на следующий день мы посмотрим, как они высохли, как ошкуриваются и какая из них реально удобнее для творчества. Сразу скажу, это шпаклевки для дерева, они не художественные, их основная задача — это заделка трещин, сколов, дефектов, но именно поэтому они так популярны в декупаже из-за своей адгезии, плотности и возможности шлифовки. Покупала я их в строительном магазине, и сейчас мы посмотрим, как они себя ведут в работе. Первая шпаклевка на водной основе, она практически без запаха, комфортная для работы дома. Инструменты после нее легко моются водой. По консистенции она достаточно пластичная, хорошо подходит для декоративных работ, для работ через трафарет. Через трафарет она проходит мягко, но нужно учитывать, что водные составы шпаклевок могут давать небольшую усадку при высыхании. Время высыхания у нее 10-12 часов, но лучше оставить на сутки, чтобы она полностью просохла. Вторая шпаклевка — это более плотный и прочный имеет состав, изначально рассчитанный на ремонт дерева. После высыхания такая шпаклевка становится очень твердой. Ее можно сверлить, вкручивать шурупы. Это паста, это шпаклевка, она готова к применению и имеет цвет светлый дуб. Она довольно универсальна, ее, как я уже сказала, можно сверлить, вкручивать в нее саморезы после высыхания. Но из-за плотности она хуже подходит для тонких трафаретов, может тянуться и требует более уверенной руки. И третья шпаклевка — это аквапласт. Это экстра тонкий состав, предназначенный для финишного выравнивания перед покраской или лакировкой. И за счет мелкого помола она дает очень гладкую поверхность, что в декупаже является большим плюсом. Для тонких узоров она ведет себя наиболее предсказуемо. Теперь давайте посмотрим, как все 3 шпаклевки ведут себя при нанесении через трафарет. Я специально здесь показываю это на необработанном дереве, чтобы было видно реальное поведение материала. Сразу отмечу важный момент. В обычной работе поверхность дерева, конечно, лучше предварительно обработать и загрунтовать. Здесь этого нет намеренно. Задача видео не в идеальном декоре, а в том, чтобы понять, как сама шпаклевка ложится и работает. Начинаем мы с первой шпаклевки на водной основе. По ощущениям она ложится достаточно плотненько, хорошо заполняет рельеф трафарета и не растекается. Нужно учитывать, что трафарет у меня уже с историей, в некоторых местах он отходит, но даже в этих условиях видно, что шпаклевка достаточно пластичная и уверенно держит форму рисунка. Вторая шпаклевка в этом ролике более плотная и прочная. Она заполняет пространство трафарета очень уверенно. Рельеф получается более выраженным и жестким. Такая шпаклевка хорошо держит форму и подходит для тех случаев, когда важна прочность и четкий объем, даже если потом поверхность будет дорабатываться или нагружаться. И третья шпаклевка аквапласт, она ощущается как очень мягкая, нежная, легко распределяется и отлично проходит даже через самые мелкие элементы трафарета. За счет своей консистенции она хорошо заполняет рисунок, что можно видеть на этом видео, и при этом не тянется за шпателем, что тоже очень удобно, что особенно важно для тонких декоративных работ, когда самые тоненькие элементы должны все быть заполнены шпатлевкой, но при этом при снятии трафарета она не должна тянуться за, собственно говоря, самим трафаретом. И рисунок должен остаться красивый, четкий, ровный. На этом этапе все 3 шпаклевки выглядят по-разному, но выводы делать рано. Дальше я оставлю их сохнуть на сутки, а потом мы посмотрим, как они поведут себя после полного высыхания. Будем пробовать их также шлифовать мелкой наждачкой, смотреть, не крошится ли, не испортится ли рельеф, сохранится ли рельеф и насколько комфортно с ними работать дальше.
Итак, прошло 24 часа. Я специально дала всем 3 шпаклевкам полностью высохнуть, без ускорений, без тепла, без фена, чтобы результат стал максимально честным. И сейчас, если смотреть на поверхность, уже хорошо видно разницу. Аквапласт, вот это, кстати, мелкую самую я беру наждачную бумагу. Аквапласт получился самым гладким, поверхность у него ровная, аккуратная, практически готовая к дальнейшей работе. 2 другие шпаклевки ощущаются чуть более шершавыми, но при этом важно другое. Все 3 отлично держат форму. Для тех, кто занимается декупажем, это ключевой момент. Рельеф сохранился, края рисунка не поплыли, объем не осел и не деформировался после высыхания. Теперь я пробую их ошкурить. Для этого, еще раз скажу, я беру самую мелкую нежную наждачную бумагу, примерно зерно 240-320, чтобы не сточить рисунок, а только аккуратно сгладить поверхность. И здесь тоже видно, что все 3 шпаклевки хорошо поддаются шлифовке, не крошатся и позволяют дорабатывать рельеф, не стирая его. Для декоративных работ это очень важный момент. Вы видите, что мелкая такая пыль, но нету скрошенных краев или кусочков рельефа. Это очень важный момент, потому что материал должен быть управляемым и предсказуемым. Чуть позже я подведу итог и скажу все же, какая шпатлевка для каких задач в декупаже лучше, на мой взгляд, какую бы шпаклевку я выбрала бы для каких вот задач в декупаже. И еще один очень важный момент, про который часто забывают. После шлифовки объемного рисунка всегда остается мелкая пыль, особенно в углублениях и по краям рельефа. Я для этого не использую тряпки, не использую салфетки. Мне намного удобнее взять обычную мягкую кисть, чистую, хорошую, без жесткого ворса. Это может быть самая обычная кисть для рисования. У меня чаще всего синтетика. Главное, чтобы она была мягкая, послушная, аккуратно прохожусь по всему рисунку, и пыль полностью уходит, не повреждая рельеф. Для декупажа это очень удобный прием, потому что поверхность остается чистой и готовой к следующему этапу без лишнего риска стереть объем. Ну и если подводить итог, то каждая из этих шпаклевок решает свою задачу. Важно не искать лучшую вообще, а выбирать под конкретную работу методом своих проб и ошибок. Ну и теперь хочу сделать свои выводы. Первая шпаклевка водная, на водной основе, 10-12 часов высыхания. Для тонких работ она среднепригодна, экологичность у нее высокая. Но я ее сушила 24 часа. Посмотрите, вот такой получился у нее рельеф. Вторая – это полимерная, усиленная основа у нее, то есть тоже лучше 24 часа. Для тонких работ она, ну, это низкий уровень, то есть мы ее можем низко оценить, экологичность у нее ниже средней. И третья, аквапласт, водная, мелкий помол. Также она быстро сохнет, но до полного высыхания все-таки я ее держу 24 часа. Для тонких работ работает она отлично, на мой взгляд, и экологичность у нее достаточно высокая. Еще раз скажу, что полное высыхание лучше 12-24 часа. Подводя итог, хочу сразу сказать важную вещь. В этом видео я умышленно не называла ни производителей, ни конкретных названий. Моя задача была не в рекламе, а в том, чтобы показать вам сам принцип. Я взяла 3 разные строительные шпаклевки для дерева. То есть я их брала случайно, без отбора, лучшие, худшие. И на практике показала, что такие материалы действительно можно использовать в декупаже. Все 3 шпатлевки, которые я вам показала в этом ролике, держат форму, хорошо передают рельеф, подходят для работы с трафаретами. Разница только лишь в характере. Более мягкие водные составы лучше подходят для изящных, аккуратных, декоративных работ, где важна плавность линий и чистота рисунка. Более плотные и прочные для более грубоватого выраженного рельефа, где нужен четкий объем. При этом важно понимать пределы. Эти шпаклевки не предназначены для больших высоких объемов. То есть там, где нужно моделировать большие объемные какие-то изящные изображения на шкатулке, это где нужна серьезная лепка или глубокий рельеф. Это уже самоотвердевающая глина или специальные массы.
Но для декупажа, трафаретов и работы по дереву такие строительные материалы, которые я показала в этом ролике, это очень разумная и экономичная альтернатива дорогим декоративным пастам из творческих магазинов. Самое главное — понимать задачу, что мы делаем, и подбирать материал осознанно. И тогда даже простые строительные шпаклевки начинают работать на вас и ваш результат. Напишите в комментариях, работаете ли вы со строительными материалами в декупаже и что у вас получается. Мне действительно это интересно, ваше мнение и ваш опыт. И спасибо, что смотрите и работаете вместе со мной. До встречи в следующих переделках и экспериментах. Увидимся в следующем видео.